Чили – страна контрастов и удивительных пейзажей. Это узкая полоска земли, зажатая между Тихим океаном и Андами. И здесь есть буквально все. Ледники Патагонии, вулканы, фьорды, бескрайние виноградники и даже самая засушливая пустыня в мире – Атакама. На своем автомобиле мы проехали Чили с юга на север. И в этом видео хотим поделиться тем, что увидели сами, и показать все разнообразие этой южноамериканской страны. Всем привет! Давно не виделись, и да, я скучал. Небольшое предисловие перед этим видосом. В детстве я, как и все мальчишки, мои сверстники, зачитывался приключенческими книгами, и одна из них была «Жюль Верн. Дети капитана Гранта». Действие этой книги разворачивается в Патагонии, и это было всегда моей мечтой — пройти по пути героев этой книги. И да, хоть мы уже и были в Патагонии, то была аргентинская сторона, а на чилийской-то мы не были. В общем, мы быстренько собрали вещи и отправились в путь. Через каких-то жалких 2000 километров мы оказались в Патагонии и пересекли границу Аргентины и Чили. Вот мы и пересекли границу Аргентины и Чили. Все на самом деле заняло у нас примерно полчаса. Ну, это стандартная проверка документов. Потом с собакой ходят, ищут взрывчатку и наркотики. И то же самое на чилийской стороне. Чилийская сторона, она как-то более опрятная, уж простят меня аргентинцы, но есть подписи на английском языке. И само отделение, оно тоже, ну, честно, объективно, оно более современное и более такое красивое. А еще через 1000 километров мы оказались у той самой заветной таблички «Fin de la Carretera Austral». И отсюда стартует наше большое путешествие по этой стране. Мира, скажи привет. Кошка, собака. Леша снимает. Машина. Барабанил сильный дождь при температуре в 6 градусов по Цельсию. И на улице, честно говоря, было совсем неприятно находиться. Да и времени до паромной переправы, соединяющей самую южную часть Карретера Австраль с остальной трассой, было не так уж и много. Нам осталось 2 часа до парома. И тут, наверное, стоит пару слов сказать о том, что вообще из себя представляет Карретера Австраль. Это легендарная дорога в южной части Чили длиной в 1240 километров, и она соединяет изолированные регионы Патагонии, проходя через величественные горы, густые леса, ледники и фьорды. Проложенная в 1976 году по инициативе диктатора Пиночета, эта дорога до сих пор строится и остается частично грунтовой. Абсолютно неасфальтированный участок длиной в 100 с хвостиком километров мы преодолели за 2,5 часа ввиду погодных условий и сложности маршрута. До этого момента я не сталкивался с паромной переправой на автомобиле и не знал, если честно, как устроена погрузка и выгрузка. На самом деле было немного волнительно, но ребята из команды парома, те парни, для кого это ежедневная рутинная работа, ведь паромное сообщение тут круглогодичное, быстро помогли мне сориентироваться, за что им отдельный респект и спасибо. Все четко и профессионально. Я вообще первый раз на паромной переправе с автомобилем, и так все довольно-таки интересно выглядит. На первый взгляд все реально достойно и круто. Мири, что скажешь? Я второй раз на переправе. Но тут бесплатно все. И достаточно уютно. Вот, потому что я была на платной переправе. И там, конечно, может быть, организовано чуть-чуть было все более качественно, но зато не так интересно и не так душевно.
А душевно, потому что капитан судна разрешил Мире постоять за штурвалом. Слушайте, ну где еще, как не в Южной Америке, полуторагодовалому ребенку можно порулить целым паромом? Паром достаточно небольшой, и нам на самом деле повезло, что мы попали не в сезон, потому что в сезон, даже несмотря на то, что увеличат количество рейсов, попадают не все. И некоторые люди, говорят, даже сутки ждут своей очереди, чтобы попасть вообще сюда. Кстати, купить покушать на пароме невозможно. Данная опция просто отсутствует. А вот взять еду с собой вполне. Плюс ко всему, для приема пищи тут отличные и удобные столики. Примерно через пару часов, попрощавшись с командой парома, мы выехали и направились в сторону города Тартель, чтобы успеть доехать до наступления темноты. Тартель — это город таких мостиков, тут нету вообще абсолютно дорог. Ты приезжаешь, есть центральная площадь, ты там ставишь машину и дальше ты ходишь по деревянным мостикам. Я вообще первый раз вижу в жизни такой город, и чуть-чуть атмосфера такая, она удручающая немного. Но если ты турист, то тебе, конечно, по кайфу. Мы попались сюда вне сезон и встретили довольно много сильно пьяных местных жителей, особенно мужчин. А вечером в дверь и вовсе постучались религиозные миссионеры, типа «вступайте к нам», ну и так далее. И даже несмотря на это, город все равно крутой. Во-первых, он окружен фьордами и горами, что уже, согласитесь, немало. А во-вторых, деревянные помосты, которые здесь заменяют улицы и соединяют буквально все, создают просто неповторимый колорит. Мне кажется, очень необычно. Ты просто ходишь по мостикам, по деревянным, и дома такие все как будто свисают со скал. В общем, так, антуражно очень. Участок от Калеты-Тартель до Кокрана не заасфальтированный от слова совсем. И дорога на самом деле очень опасная. Ты едешь, и когда тебе идут машины навстречу, расстояние вот это, оно, блин, супер узкое. И мы встретили даже в деревнях несколько разбитых машин. Кокрейн такой небольшой городишко, скорее даже село, но тут реально приятно находиться, нету многоэтажных построек. И вот что я заметил, это то, что в Чили, даже в самом-самом маленьком городе, центральная плаза всегда просто выглядит идеально, и реально приятно здесь гулять, сосны, шишки, вообще круть. Участок от Кокрана до Пуэрто-Рио-Транкило, что в переводе с испанского означает «порт, спокойная река», оказался мега живописным и красивым. И вдобавок на горном перевале мы встретили вот такого симпатичного гуанака. Итак, мы доехали из города Кокрейн до Пуэрто-Рио-Транкило. Пуэрто-Рио-Транкило — это тоже такой небольшой городочек. Вообще, Транкило — это одно из наших любимых слов с тех пор, как мы переехали в Аргентину. Что из грустного, у нас сломался дрон. И представляете, он не пал смертью храбрых, там, врезался в скалу или утонул, а просто ребенок взял и оторвал шлейф. Вот, но мы особо не расстраиваемся. Хотелось вам, конечно, показать эти крутые виды, но будем искать теперь ремонт. Ну а пока мы оденем спасательные жилеты. Ведь тут, на втором по величине озере Латинской Америки, под названием Хенераль-Каррера, находятся известные на весь мир мраморные пещеры, добраться до которых можно исключительно по воде, на моторной лодке или каяке.
Сами же мраморные пещеры образовались около 6000 лет назад под воздействием воды. Вот что называется «вода камень точит». Прикольно, прикольно. Но кажется, как будто бы, конечно, наверное, на каяке было бы немножко более антуражно, чем на лодке. Но в целом с ребенком вообще тут. Сюда приезжают тысячи туристов со всего мира, а некоторые едут специально, чтобы вступить в брак. Оттого местные гиды называют часть комплекса мраморным собором и мраморной часовней за внешнее сходство со сводчатыми церквями. Кстати, с недавних пор туристам стало запрещено выходить из лодок, чтобы сфотографироваться, потому как народ стал оставлять подписи на мраморе. Моя любимая часть экскурсии, когда мы летим на лодке вот так. Но самое интересное, что Джеки перестала быть собакой, теперь она морской волк. После Пуэрто-Рио-Транкило и мраморных пещер у нас в планах была остановка в Пунта-Морта, но хозяин с Airbnb нам ничего не ответил, мы туда приехали, там все заперто. В общем, нам пришлось ехать по Карретере Австрель, когда уже стало темно, когда уже смеркалось. И занятие, на самом деле, довольно-таки неприятное. Во-первых, много выбоин, дорога сама не асфальтирована, плюс зайцы выбегают, и ты не хочешь их сбить. А с утра, кстати, я теперь понял, почему много грифов-стервятников, они кушают сбитых этих зайцев. Поэтому крайне вам не советую кататься по Карретере Австрель вечером и ночью. Единственное, хозяин говорит, что домики не подготовлены были, и газ не был подключен к плите, которая сзади меня. И мы готовим сосиски на пелетном камине. Завернули их в фольгу, в общем. Кушать хочется, поэтому что делать? Приходится вот так выкручиваться. Хорошо. Прекрасно прочитано. И что вы думаете? Снег на перевале стал для нас неожиданностью. Плюс ко всему, у нас была обута летняя резина. Но, слава богу, все обошлось. А через буквально 15 минут нас ждала еще большая неожиданность. Это гуэмаль. Очень-очень редкий вид оленей, занесенный в Международную Красную книгу, который обитает исключительно в Южной Патагонии. Кстати, гуэмель охраняется государством, а еще он есть на гербе Чили. Остановились просто в супер фантастически красивом месте. Посмотрите, картинка какая за моей спиной. Да, идет дождь, но, блин, хочется просто стоять и неохота уходить даже домой. Да, немного устали от дороги, но дорога стала легче, все уже заасфальтировано. Сейчас отдохнем и завтра поедем в сам центр города и посмотрим, что там. Встречает нас не только дождливая погода, еще вот такой здоровяк. Здоровяк-то как? Килограмм, наверное, 70 весит. Давай драться с тобой, сражаться давай. Не, он добрый, давай. Каяик такой небольшой провинциальный город. Мы попали сюда во время Дня независимости Чили, и особо ничего не работает тут. Но на первый взгляд вроде более-менее прилично, но не сказать прям, что вау. Мне вообще каяк напомнил какой-то советский городок. Реально, когда смотришь кадры с Камчатки, очень похожи. И уж тем более, когда встречаешь Васбухан.
Из Каяйка мы добрались в Лахунту, и я могу сказать, что начинается прям вот красота Карретера Австраль. Реально едешь, все очень красиво. Я просто мега как жалею, что дрон сломан, и я не могу вам всю красоту показать. Барабанит дождь, но это, конечно же, для нас не помеха, и мы отправляемся в Чайтон. Участок от Лахунты до Чайтон также не обделен природной красотой. А когда идет снег, ты вольно или невольно начинаешь ехать не спеша. Зато ты можешь полностью насладиться каждым километром трассы. Плюс ко всему, мертвый сезон на Карретере Австраль тоже играет свою роль, и машин на дороге практически нет. Город Чайтон стал известен на весь мир благодаря одноименному вулкану, который расположен недалеко от города. Утром 2 мая 2008 года жители города Чайтон проснулись от грохота и увидели гигантский столб пепла высотой 17 километров. Больше 4000 человек пришлось срочно эвакуировать, а сам город буквально исчез под слоем пепла и грязевых потоков. Реки вышли из берегов, и часть города просто смыло. В общем, все было как в фильмах про апокалипсис, только в реальной жизни. В итоге городок пришлось отстраивать по-новому, и сейчас он выглядит довольно-таки неплохо. А об извержении напоминает вулканическая порода на берегу залива и вот такие скелеты деревьев. Рано утром мы уже стояли в очереди на паром до Пуэрто-Монт. На билетах было указано, что необходимо приехать за час до отправки. Но фактически ты просто стоишь и ждешь у моря погоды. Сама же погрузка-выгрузка происходит очень ловко и быстро, несмотря на то, что половина автотранспорта — это многотонные фуры. Но тут я повторюсь, для нас, обывателей, это мега крутое приключение. А для всех тех, кто работает на самой южной в мире автостраде, это всего лишь ежедневная, рутинная, тяжелая работа. В общем, мы загрузились на борт. Едем наконец-то в Пуэрто-Монт. Паром на самом деле такой, не прям совсем большой, но и не то, что мы себе прям представляли, что будет огромный какой-то прям паромище. Погода отличная, настроение супер. Горячее. В салоне парома такие удобные кожаные креслица, они вот так очень круто откидываются. Можно спать, лежать, отдыхать. Есть буфетик. Опять же, от того, что мертвый сезон, тут вообще нет народа. И мы едем, просто кайфуем. Чего не скажешь о животных. С кошкой и собакой подняться наверх, к сожалению, нельзя. Наша бравая компания потихоньку прибывает в Пуэрто-Монт. Да, немного устали от дороги, все-таки путь на пароме занял 9 часов. Вокруг все садятся в машины, слышен гудеж двигателей, а мы отдохнем и завтра пойдем исследовать город. К прибытию в Пуэрто-Монт мы уже немного устали от дороги и морально, и физически. Если честно, это не так просто путешествовать с маленьким ребенком, кошкой и собакой. Но силы на то, чтобы изучить центр города, у нас вполне остались. И скажу вам, что Пуэрто-Монт довольно приличный для портового города, а порекомендовать могу длинную набережную. Тут свежий океанический воздух, чисто и опрятно. А что еще нужно для отдыха перед длинной дорогой на север Чили? И вот мы добрались до нулевого километра, рута 7, Карретера Австраль. Проехали одну из самых красивых дорог нашей планеты.
Впереди нас ждет еще путешествие по всему Чили, поэтому будет много интересных роликов, и чтобы не пропустить их, обязательно ставьте колокольчик. Ну а если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Пока!